Вот Kenworth. Смотри, да. Хозяин? Ну да. Смотри, состояние сайлентблока. Видно, что они меняли. Амортизаторы 2 остаются, 2 будем менять. Сайлентблоки. Вообще по ним вопросов нету. Так, что мы здесь? Валы навариваем. Валы навариваем. Колодки все клепаем. Барабаны меняем. 2. Так, покажу тебе состояние. Вот. Раз, два, вот сайлентблоки здесь. По сайлентблокам нет вопросов. Смотри, здесь одна ступица, да, у нас подшипники. Да, да. Вот на этой подшипник будет. Да, Я в сборе целиком ступицу поменяю. 2 барабана поставили новые спереди, да? Угу. И 2 задние. Да. Ну стандарт будет полностью. Да, да. А задние тоже поставлю, да. 2 новых барабана. Так. Смотри. Вот покажу тебе его барабан старый. Он, короче, он лопнутый. Он лопнутый. Прям насквозь. Трещины сквозные. Короче, у тебя все барабаны будут в круг новые. Да. Спереди 2 это они ставили, 2 сзади я тебя поставлю. Так. И сейчас валы все наваривается, все делается. Здесь сержанты уже нормальные все сайлентблоки, отлично. Валы сделаны. Итак, обзор для самого непосредственно клиента. Kenworth 2000. Показываем финиш, закончили ходовку. Зад именно непосредственно. Так, позаду что у нас? Поехали. Колодки поменяли, сальники поменяли. Подшипники. Валы сделали, тормозные валы. Потом все 4 сальника в круг новые на ступицах. Так, коробки барабаны все новые. Да, барабаны 2 вот я поставил. 2 амортизатора я поставил. Я поставил. А вот здесь были, да, эти рабочие. У этого барабана выработки вообще нету. Идеально. Поставили защиты. Так, в принципе, как всегда. Сейчас идем с той стороны тоже покажу. Чтобы человек знал, что он получает. Вот он, новый барабан, также новая колодка. Вот он, амортизатор новый. Будем ставить сюда. Да. Здесь вот тоже колодки все новые. Защиты. Валы все наваренные, втулки новые, на тормозных валах, все сделано. Трещотки здесь новые. Да, трещотки новые. Все, что было необходимо, в общем, все поменялось на подвеске. Сейчас пойдем вперед, правильно? Да, сейчас развернем и будем вперед делать. Ну все, идем вперед, идем дальше. Так, смотри, что сделали по передку. Короче, барабан четко. Хорошие накладки. Накладки, короче, мы оставили, мы не стали клепать состояние, смотри, накладок. То есть он как работал. Поставили новые пружинки, валы и полностью завтулили, короче, этот, вал, короче, проточили. Завтулили. И та сторона аналогична, потому что колесо же поставили, там сторона также сделана какие-то. То есть вот такое состояние, чтобы ты знал. Все на совесть. Шкварня не болтаются, пальцы на вот эти не болтаются. Все попроверяли. Сейчас единственное, мы поменяем рулевую тягу. Левая рулевая тяга болтается. Ну, продольная рулевая. Да, ну что к гуру идет. Да. Ну все. Так, друзья, смотрите, разница. Сейчас покажу. Это только первый номер. Так было и так становится. Это Kenworth, который брали мы. Что сделать? Это тоже все убери тогда, чтобы показать на камеру. И вот вам разница, парни, смотрите. Это просто небо и земля. Смотрите, кусок как отличается.
Смотри, как он блестеть стал. Это только первый номер. Ну все, идем дальше. Скоро будет он весь такой. Смотри, дружище, Кенвард как получился. Отполировали. Смотри. Вообще. Видишь, как заблестел. А был матовый. Так, друзья. Вот он, Кенвард. Выполняем нашу договоренность. Вот он, сальник. Гура мы его отсюда вытащили. Уже поменяли, поставили новый. Идем дальше. Так, хейтеры, смотрите, вот еду на этом Кенварде. Обращаюсь к вам. Смотрите, эту машину за 80 тысяч купил и за 1300 продал. Накрасил ему губы, покрасил капот, обвесы, сделал ходовую. Я считаю, это покраска губ считается, потому что работу, которую мы обычно делаем, это очень был большой объем работы. Здесь был объем работы маленький. Так что не болейте, самое главное. Всем пока. Так, друзья, всем добрый день. Делаю обзор автомобиля Кенвард. Кенвард Т2000. Это, может, помните Кенвард, который покупался в договоре, что была сумма в 80 тысяч рублей. Когда люди начали злиться на меня: ты что, обманываешь? Ну, это понятно было, что эта цена была только в договоре. Почему люди так отреагировали на эту шутку, я не знаю. Но теперь что, ближе к машине. Смотрите, вот такой вот Кенвард получился у нас. Я, наверное, соглашусь в данном случае с хейтерами, которые сейчас будут писать: губы намазал. Действительно, этой машине мы намазали губы, как они говорят. Ну, подлечили, наверное, еще и чуть-чуть ходовые качества к губам. Так что вот так вот. Вот такой вот Кенвард, друзья мои. Смотрите, что мы на нем сделали. У нас договоренность была с клиентом, что мы этой машине делаем морду. То есть капот мы сделали. Капот не открывался, не закрывался. Помните, сколько было здесь фонарей, фар. Сейчас капот открывается одной рукой. Вот так вот. Что могу по нему сказать? Сделали капот, покрасили обвесы, кабину отполировали. По ходовым качествам, что мы на ней сделали? Мы на ней сделали, на этой машине, тормоза все полностью перебрали, барабан новый поставили. Ну, в общем, ролик ремонта у меня есть, я вам его покажу. Поменяли вот подушку, шипела, кстати. Амортизатор новый задний поставил 2. Также все, конечно, мы тут попромазывали, конечно, смотрите. Видите, ну, все тут промазано, в смысле, все как положено. Машина как бы готова к отдаче. Времени было у нас достаточно. Человек нас временем не ограничивал. Потихоньку все как бы делали, не спеша. И вот такой вот Кенвард получился. Когда, знаете, когда сроки, люди там душат, давай. Возможно, действительно, человеческий фактор присутствует. Где-то что-то мы, наверное, все равно можем упустить, какую-то мелочь. Но не жизненно важные вещи. В данном случае здесь человек нас не ограничивал. Вот мы сделали, он готов. По двигателю здесь ничего не делали. Абсолютно. Только поменяли на нем масло. Вот такая договоренность. Такие договоренности тоже бывают. Не всегда, конечно, люди хотят полностью прям за всю сумму там с капиталкой мотора. Видите, в данном случае эта машина вот покрасили мы раму. Ну, все, что ходовка, я ролик в ремонта как бы вложу в этот непосредственно в этот ролик. Посмотрим, что на нем делалось. Ну и посмотрите до и после, как он получился, чтобы вы знали, как машины получаются до и после. Цена этой машины, кстати, даже меньше, чем экономка. То есть она до 1,3, скажем, здесь цена этой машины. Если она аккумуляторы, конечно, здесь оставит, я ему новую поставил аккумуляторы. Клиент приедет, я ему скажу, если хочет, мы его старый поставим. Нет, а новый аккумулятор здесь я тебе оставлю. В общем, вот так вот. Если доплатит. А дам ему аккумуляторы по своей стоимости, которая ко мне заходит, эта цена. Я думаю, эта цена будет ниже, чем в любом магазине, процентов на 30, наверное. Так что вот так. Мотор у него камень 14. Вот так вот. Вот такой Кеша получился. Сейчас покажу вам под капотом. Салон, наверное, еще раз покажу, как он выглядит. Лично в глаза скажу хейтерам, что действительно намазали губы и продали. Вот успокойтесь, сразу говорю. Я считаю, эта машина с тем объемом работы, который мы делаем обычно на машинах, где идет капиталка мотора, переборка коробки, редукторов. То есть здесь действительно мы считаю, что намазали губы и продали. Но такая договоренность у меня с клиентом. Что я могу сказать? Доплатил бы, сделали бы мой мотор.
В любом случае он получит этот автомобиль лучше, чем и по внешнему качеству, что и по ходовым качествам. Все новое стоит. Ходовая вся абсолютно перебрана, шкварня, валы, все. То есть с этим вообще проблем тут нету. Сейчас человек сядет и пойдет работать. А мотор со временем, он как бы с американцами уже работал. И, конечно же, он сам все сделает. Он как бы близко к этим моторам, говорит, я КАМ-14 люблю. Как бы вот так вот. Ну, сейчас покажу вам салон. А вы что, капот открывается одной рукой. Может, предыдущие хозяева тоже смотрят этот ролик. Покажу, как надо, чтобы на Кенворде открывался капот и закрывался. Это вообще это было здесь, друзья мои. Когда капот отщелкивал, он складывался как гармошка. Вот тут вот так открыл, а тут зазор километр между кабиной и этим. Жидкий был капот. А сейчас вот одной рукой подошел, даже его придерживаешь. Мотор, кстати, он по себе был-то неплохой. Я его как бы, когда гнал я его, мотор мы сейчас чуть обмыли, легенько, честно. Тут сильно не мыли. Он был, в принципе, сухой, он не был в масле. В прошлых роликах видно, что это, как бы, я тут в прошлом ролике его не мыл. Поставили мы новую губу сюда, внизу. Тоже договоренность была, парень доплатил, мы сделали ему. Я говорю, давай хотя бы губу, морду хоть более-менее в порядок приведем. Тут фары поставили более-менее заводские сюда. Тут фар было очень много, предыдущие. Они там фар поналепили, зеркал. Но это на любителя, никого не будем обсуждать. Это его дело было, то есть его машина, что хотят, пускай то и делают. Как бы я решил делать более ближе к заводу его. Вот он двигатель. Сейчас заведу, как он работает. Покажу. Давление, кстати, у него нормальное. Я думаю, он еще поработает, причем неплохо, этот мотор. Эти моторы, они очень выносливые. Я их тоже, в принципе, ставлю на машины, на клиентам ставлю. Я его ставил и на Кенворда на одного, и на Петербилда. На много куда. И есть у меня машины такие с этим мотором. Как бы нет проблем. Вот так вот. Вот такой вот под капотом он. Сейчас покажу вам его, как он работает, заведу. Сейчас мы ехали, разогнали его. 120, наверное, да? Где-то. Вроде идет нормально, тянет. Вот его салон. Здесь ничего особенного нету. Ничего абсолютно. Здесь много, конечно. Тут предыдущий хозяин вот сделал этих крышечек. Ну, это уже новый, скажем, сам под себя тут салон сделает, как он хочет. Сейчас со мной пацан едет. Точнее, ехал сюда. У него Фред у меня заказал. И говорит, после Фреда, ну, понравился Кенворд ему, скажем так. Тоже, говорит, нормальная машина. Он не ожидал, что он так будет ехать. Такой у него салон. Что, заведем двигатель? Повторно еще раз покажу. Так. Сейчас на давление. Воздух держит, видите, пар. Здесь один контур не работает, а второй контур вот он работает. Воздух держит на всю устранительную, то есть на подушках стоит, он не падает, нормально все. Вот давление. Он прогрет, и мы ехали, было 180, чуть упало уже. Давление на холостых в норме, в принципе, и на оборотах у него. Я Каменца скажу, что прям за 40 прям это очень хорошее давление. Уже скинул, слышите? Ну, вот такой зверь. Вот такой вот зверь, что могу сказать? В принципе, по сапуну, то сейчас масло поменяли. Он стал меньше сапунить, конечно же. Хотел вам сапун показать. Вот он сапун, видите? Видите, масло поменяли, он и сапунить толком перестал, как бы, да? Тут есть у него на моторе маленькие потеки, где-то масла были там. Ну, это уже как бы сам клиент сделал, потому что у нас нет договоренности этого. По передку здесь все тормоза
все перебрали, шкварня, все проверили. Кстати, пальцы были нормальные. Машина была, вы знаете, ну все равно видно, что за ней следили. С того, что мы делаем, бывает, где вообще просто ничего нету. Эта машина в любом случае видно, что сел здесь человек, который действительно занимался этой машиной. То есть у них свой сервис был по этим американцам, то есть у кого я брал, а на станции обслуживалась у них. Видите, он не дымит, практически даже сейчас не сапунит, уже с новым маслом. Я думаю, мотор еще поработает, мне кажется, по мотору здесь вопросов нету. Вот уже сам человек будет на нем ездить и сам примет решение, то есть, ну, сколько-то, может, года 2 отработает, и то в плюсе, правильно? Потом взяли, загнали, да сделали, и все нормально. Так что вот так. Ну что, вот такой вот Kenworth, сейчас капот закрою. Покажу вам общий вид. Нет, давайте, наверное, сейчас закрою я его. Покажу, что он ложится четко на свои места, одной рукой. Вот так вот. Опа, бросил ее на месте. И все. Честно, с капотом промучились очень много, на самом деле, друзья. С капотом, блин, замучило нас. Мы усилили его так, что, мне кажется, здесь он никогда теперь не раскроется. Вот такой вот Kenworth, смотрите, Т-2000, 2002 год. Губы накрашены для хейтеров. Евро 3, кстати, он. Вот такой вот кеш. 1300 цена у него на финише получилась для клиента. Вот такую машину приобрел, в принципе. Потом уже мотор сделает. Ну все, я думаю, выделяться он будет, как и все наши машины. Что я могу сказать? Может, зеркало лево потом поменяет уже под себя. Выделяется, друзья, как он изменился. Пишите в комментариях, посмотрим. Что вы скажете, какой был, какой стал наш Kenworth. Ну все, друзья мои, всем пока. Не болейте, самое главное. А подвеска здесь 8-подушечная, вообще просто зверь. А подвески вообще здесь, это литол, парни, ну промазывали здесь. Подвеска, проходимость бешеная вообще у него. Зимой этой машине, наверное, равных нету, честно, по проходимости. Кто бы что ни говорил. Все, друзья мои, едем дальше. Работа кипит, машин заказанных много, смотрите мои ролики. А для хейтеров специально говорю. Да, эта машина, губы намазаны. Ну все, всем пока, не болейте.